Шалом, друзья! Сегодня мы начинаем удивительное путешествие. Серия коротких видео о секретах царя Соломона. О том, что сделало его самым мудрым, самым богатым, самым уважаемым человеком своего времени. Мы разберем 10 основных понятий, ключей по рецепту самого успешного и богатого царя Израиля. Соломон написал книгу притчей. И это не просто сборник мудрых высказываний, как многие иногда это понимают. Это система воспитания. Эту книгу необходимо преподавать как инструкцию к счастливой жизни. Еврейская традиция передавала ее из поколения в поколение. И не для того, чтобы просто читать, а чтобы жить ею. Итак, первый ключ к успеху царя Соломона – это, конечно же, мудрость. На иврите это слово звучит «хохма». Давайте погружаться. Что же на самом деле значит это слово? Мудрость. Что это? У каждого, конечно, это слово вызывает свои личные ассоциации. Звучит просто, но в оригинале это гораздо глубже. Хохма – это мудрость. Но это не просто интеллект или эрудиция. Это слово включает в себя такие понятия, как ум, учение, наука, знание, умение, аналитическое мышление. А самое главное – понимание, как делать, как поступать, как жить. А еще это способность видеть суть явлений, умение выполнять сложные задачи и применять знания в нужное время. Корень слова связан с мастерством. Например, с ремесленниками, которые строили скинию. Поэтому хохма – это не просто отвлеченная философия, это практическое знание, пронзительная проницательность, живая мудрость, соединенная с благоговением перед Всевышним. Когда Бог явился Соломону и предложил исполнить ему любое желание, Соломон не просил ни богатства, ни славы. Он сказал: «Дай мне мудрое сердце, чтобы я мог управлять твоим народом». Что же произошло? Бог дал ему не только мудрость. Он дал ему все остальное в придачу. Итак, послушайте, что пишет Соломон в книге притчи. Главное – мудрость. «Приобретай мудрость, и всем имуществом твоим приобретай разум». В языке оригинала на иврите это звучит так. «Решит хохма, кне хохма, увехоль киньянеха кне бина». Слово «решит» означает «начало», «первооснова». Это, кстати, то же самое слово, с которого начинается Тора – «берешит», «в начале», книга «Бытие». Мудрость – это начало всего, это фундамент, это главная инвестиция твоей и моей жизни. А теперь внимание на глагол «кне». Он переводится как «приобретай». Его корень означает «покупать». То есть мудрость нужно приобрести, заплатив цену. И это не всегда деньги. Иногда цена – это твое время, твоя дисциплина, твои привычки, твоя готовность слушать других и учиться. Вот почему Соломон говорит: «Всем имуществом твоим приобретай разум». А что такое разум? Мы будем говорить об этом более подробно в следующих сериях. На иврите разум – это бина, от корня «понимать», «различать». Бина – это способность видеть различия, внутреннюю суть, причину и следствие. И если хохма – это фундамент, начало всего, что связано с умственными способностями, то бина – это путь применения. Представьте, у вас есть $1 миллион, но нет мудрости. Через год вы потратили все свои накопления и опять стали нуждаться. А если у вас есть мудрость, даже с небольшой зарплатой вы можете научиться жить так, чтобы было достаточно. Достаточно, чтобы построить стабильность, достаточно, чтобы заботиться о здоровье, достаточно, чтобы строить здоровые отношения и светлое будущее. Мудрость – это капитал, который не зависит от курса валюты или политических новостей. Этот капитал не приходит случайно, никогда не сваливается на голову просто так. Мудрость приобретается через поиск, через действие, через жертву. Помните, мы сказали вначале, через обмен, через покупку. Покупка, на мой взгляд, это всегда обмен. Мы меняем наше время на деньги, деньги на товар.
Это обмен нашего времени на те ценности, которые мы считаем ценными. Мудрость требует вложений. И Бог обещает нам, что они окупаются с прибылью. Как применить все это сегодня в практической жизни? Первое. Давайте начнем читать книгу притчи ежедневно. Договоримся, 1 глава в день. И за месяц ты прочитаешь всю книгу. Второе. Давай будем искать не просто информацию, будем искать наставления, отмечать и выписывать, прямо взять листок бумаги, ручку и выписывать для себя одно открытие из прочитанного каждый день. Будем анализировать и применять это в своей жизни. И третье, очень важный аспект – связь со Всевышним, молитва, прямая и честная. Как написал однажды апостол Иаков, если у кого из вас недостает мудрости, просите у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Итак, мы с вами сегодня живем в эпоху информации. Вокруг нас множество различной информации, но информация – это не мудрость. Соломон говорит, сделай мудрость главным в жизни. Что ты готов сделать сегодня, чтобы стать мудрее? В следующем видео мы поговорим о втором ключе Соломона, о страхе Господнем, как основании всех решений. Если тебе было полезно, поделись этим видео. Пусть Божья мудрость распространяется и дальше. Для Соломона было очень важно не просто понять это для себя, а передать это нам. Он приложил огромные усилия, написав книги, которые сегодня оцениваются как самые мудрые во всей литературе этого мира, для того, чтобы мы не просто читали и делились цитатами, а для того, чтобы мы на практике применяли это в своей жизни. Поэтому давайте будем вчитываться в эти слова. Давайте будем пытаться понять, что самый мудрый человек на земле хотел нам сказать. И тогда в нашей жизни обязательно мы поменяем наше время, наши усилия, наши старания на что-то, что будет очень ценным и в наших глазах, и в глазах ближним. Потому что когда мы станем мудрее, наша жизнь изменится, жизнь вокруг нас изменится. Может быть, в моем доме, в моем городе, в моей стране. И если нас, тех людей, которые будут исследовать мудрость Соломона, собирать ее по крупицам и применять в своей жизни, становиться мудрее, будет больше, то благодаря таким людям, как мы с вами, этот мир может измениться к лучшему. Я хочу, чтобы каждый из нас задумался. Мудрость – это что-то, что может быть достигнуто нами очень просто. Маленькие шаги, которые мы будем совершать каждый день, продвигаясь в мудрости, которую оставил для нас царь Соломон, когда-то она станет и нашей мудростью. Мы поймем причину и следствие, мы будем видеть суть событий, которые происходят вокруг нас, и будем способны принимать правильные решения. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была наполнена мудростью, которую Всевышний дал, открыл царю Соломону, а он передал ее нам, то я приглашаю вас в это удивительное путешествие по страницам книги, притчи с царем Соломоном, для того, чтобы мы выяснили, а какие главные, основные 10 очень простых практических шагов мы можем применить в своей жизни, чтобы стать мудрее. Я отправляюсь в это путешествие и приглашаю тебя следовать за мной. Вперед!